Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на будущее. Что или кто появится неожиданно и что же в вашей жизни изменится за период Урана в Близнецах. Ну, конечно, этот транзит достаточно долгий. И начинается он с самого конца апреля, с 26 числа, и аж на 7 лет с заходом на 33 год. Но мы с вами узнаем, что же будет меняться до конца 2026 года. И у вас Уран в Близнецах, именно вашего знака Зодиака, это касается 10-й дом гороскопа. Репутация, достижения, ваши жизненные цели, ваша активная жизненная позиция, карьера. Мы знаем, что Уран, это планета революционных инноваций и таких же неожиданных моментов, ситуаций, и в то же время нового вкуса к свободе. Может быть, кто-то будет менять карьеру, способы дохода, но я должна точно так же сказать, отчасти это вопросы статуса, и поэтому для кого-то из вас это может затрагивать еще ваше взаимодействие с людьми авторитетными или авторитарными, мои дорогие. Вы сами можете менять вот этот самый статус, именно исходя из того, что мы сделали до этого времени. Тогда будьте готовы к тому, что, может быть, нам придется что-то как переиграть. Условно, мы достигли уже какого-то уровня и понимаем, в жизни все меняется, и поэтому вы себя за последующие 7 лет как будто будете ориентировать на новые достижения, на новые дали. И где-то, я не исключаю, придется, как-то по-другому договариваться. Может быть, даже в тех вопросах, когда вы прежде считали, что, и так все понятно. Все уже как-то сложилось. Поэтому много перемен предстоит. Будьте готовы к этим переменам. И вот на колоде Ленорман мы достаем с вами, уже начала доставать 3 карты. И если мы спросили, кто или что появится неожиданно, вот в каких сферах жизни будут происходить эти неожиданности или неожиданные встречи, или неожиданные смены или перемены до конца 2026 года. И коль уж мы говорим, что перемены неизбежны, а вы, как и близнецы, ваша планета-управитель Меркурий, и это вам дает возможность именно быть как-то гибче или относиться к какому-то вопросу, или когда складывается для вас та или иная ситуация, вот именно рассмотреть альтернативный вариант, в этом будет ваша сила. И тут вам и высшие силы помогают, поверьте, и где-то Меркурий. Но все же, что уйдет, поскольку перемены уже мы не отменим, или что вы будете завершать до конца 2026 года, а что придет взамен? Главное событие или что спешит в вашу жизнь? Что получится осуществить до конца года? В чем ваша сила? Достанем с вами такую карту. Неожиданный поворот судьбы. И продолжим. На будущее. К чему приготовиться дальше? Возможно, это как карта совет, но все же по неожиданностям, в каких сферах жизни что-то у вас появляется, или кто-то, может быть, тоже с элементом внезапности. А вот так вот, да, наверное, я говорила уже еще до карт. Не нужно относиться с каким-то прежним, может быть, даже мировоззрением. Или самому себе, может быть, навредить нельзя. Не все так однозначно. Но люди разные. Всегда мы знаем, крыски, мышки – это какой-то вред. Незаметно, не как-то мы можем даже что-то не видеть, или мы можем не предполагать. А есть и люди, которые могут за вами словно наблюдать. И чтобы улучшить момент и... по крайней мере, понятно, тут по этой карте чудес мы или каких-то приятностей не ждем. С чем это связано? Или с кем? Это будет, скорее всего, для вас какой-то вопрос, который вам очень хорошо знаком. Может быть, вот в чем стремительные перемены? Ведь лилия это у нас, как знаете, олицетворение верности, олицетворение чистоты, олицетворение искренности. Явно тут будет пересмотр окружения. Возможно, вы будете вообще менять ближайшее окружение. Возможно, будут такие ситуации, когда вам самим придется, правда, быть гибче, или вам придется, мои дорогие девы, как бы
ситуацию, которую, может быть, или обстоятельства, которые для вас раньше складывались со знаком минус, а теперь как будто переложить в плюс. Банально, у кого-то, может быть, необходимо договариваться в тех вопросах, когда вы уже этих крысок-мышек знаете. Но ради вашего собственного благополучия вам как будто совершенно необходимо правильное, может быть, отношение построить. Кто или что появится неожиданно. У кого-то банально, мои дорогие. Как транзит Сатурна. И, внимание, Сатурн имеется в виду, это владыка кармы, да, мы говорим, или Кронос, владыка времени. На данный период времени и до конца июля Сатурн в прямом движении. Но Сатурн находится в тех же самых градусах, в которых находился на начало 2026 года или даже на конец 2025. О чем это говорит? Что те люди или те ситуации, которые вам хорошо знакомы, они никуда не делись. Они каким-то образом продолжат присутствие в вашей жизни, и вам, возможно, придется и, как и свои какие-то правильные приоритеты, и не то что отстаивать, а как-то действовать хитрее все же. С другой немножко концепцией мы это рассматриваем. И это не только до конца июля. Сатурн уходит с 27 июля по 11 декабря до конца года в ретроград. А ретро мы тоже с вами знаем, дежавю. Поэтому некоторые ситуации, которые все-таки касаются именно людей, вам придется договариваться даже с теми, или, может быть, судьба для вас сложит, такие события, когда умом, холодной головой, все-таки холодная карта и лилия, вы рационально понимаете, что нет, если я буду настаивать на своем, или я буду как-то поступать только вот по-своему, что я считаю правильным, я себе могу навредить. Может быть, придется для кого-то из вас, знаете, как какой-то компромисс. Вот все-таки я больше вижу именно так. Но для кого-то может проиграться по Сатурну возвращение той персоны, которая вам очень хорошо знакома. И может быть даже, или какие-то вопросы, все же, опять же, мы все разные. Когда даже какой-то союз, может быть, партнерские отношения закончились ничем. Но значит, еще пока до конца 2026 года не все итоги вы подвели. И все же договариваться придется. И при этом сохранять холодность мышления. Но и, может быть, компромисс мы как будто бы не отменим. Вот так вот, знаете, как 50/50. Будут какие-то ситуации, возможно, и не раз. Давайте откроем вторую карту, что или кто появится неожиданно. Корабль – один из символов Меркурия, символ перемен. Это возможности для кого-то из вас, поездка, может быть, переезд. Но по этой карте могут быть и еще и внешние какие-то перемены. Может быть, это внешнее как раз вот то, что вас вынуждает, как обстановка, с конкретным человеком договориться, потому как вы можете видеть возможности именно в том, то, о чем я говорила до карт, в чем вчера вы, может быть, и не видели для себя каких-то бонусов или, может быть, просто интереса. По этой карте у нас и расстояние идет, и движение. И нам карта говорит, вторая половина 2026 года, приготовься, дева, твое путешествие жизненное, новое, оно начинается. Настало время осваивать новые горизонты. Но для этого нужно вам подготовиться, чтобы путь прошел гладко. Поэтому для кого-то из вас новые дали, новые горизонты. Может быть, вы сейчас смотрите расклад и думаете, да никуда я не собираюсь ехать. Но мы еще чего-то же не видим. Нам придется что-то переигрывать. Опять же, вот этот компромисс. Поэтому, знаете, перемены спешат на ваш порог. Но это от вас потребует, чтобы, какую суметь взять мечту. Или, может быть, не поставить на первое место, даже какую-то стабильность. Тут вот именно что-то меняется, мои дорогие, и перед вами открывают совершенно иные перспективы. И мы ведь всегда немножко тревожимся, или мы где-то можем подразумевать, а нужно ли мне, как, знаете, синицу в руках на журавль в небе менять. А ведь все же карта, как будто некоторые путешествия, поездки, а может быть их просто будет больше, мы не отменим, мои дорогие. Давайте откроем вторую, третью, точнее, карту. Вот все зависит лично от вас. 33-я карта, или если мы сложим 6, это уже всегда победа. Здесь у нас 8 бубен, и это какие-то важные встречи, важные согласования, как будто ключи в ваших руках.
двери перед вами открыты, какие-то победы у вас возможны. Но я бы хотела сказать, все будет зависеть от того, как вы сумеете договориться, как вы иными словами подберете ключи и, может быть, даже с людьми сложными. Давайте я достану дополнительную карту по кораблю. Точно. Вот белый медведь считается самым сильным из всех медведей. И посмотрите, 15 сложим, опять 6. В колоде Таро я всегда говорю, 6 это своеобразная победа, потому что даже по нумерологии вся наша активность умещается от 1 до 6, а 6 это уже как вершина нашей активности, какой-то итог. Вот вы явно подводите какие-то итоги. И хоть методы вам придется использовать разные, может быть, где-то придется себя даже как уговорить на какие-то перемены или рассмотреть новый вариант. Но оно того стоит. Вот это и есть и статус, карьера. Может быть, это контакты с какими-то авторитетными или авторитарными людьми. Но и вы ведь сами тоже где-то в таких энергиях. И стало быть, даже если ситуация непроста, вот чтобы договориться. А карты нам показывают, что вы это сумеете сделать. Для кого-то из вас, смотрите, выпадает аркан женщина. Да, по этой карте идет все-таки любовь. И нам Чиро Маркетти изобразил красную розу. Это как символ любви. Может быть, это какие-то взаимоотношения. Отчасти это как какой-то подарок. Предложение, мои дорогие. Поэтому у вас может поступить то предложение до конца 2026 года, которое вам обязательно нужно как за него ухватиться. Или найти решение проблемы у кого-то в личной жизни. Но ключом мы понимаем, мы можем открыть эту дверцу, но мы можем и закрыть. И эта карта, с одной стороны, освобождения. Но как мы применим эти ключи? Или мы себя замкнем и как окажемся вот как в ловушке или как в заточении каком-то. Хоть это золотая как будто, да, клетка, но, может быть, где-то вот, кстати, тоже розу изобразил Чиро Маркетти. У нас сегодня 2 колоды Чиро Маркетти. Нам говорят, что ты, вот такая подсказка, кстати, идет. А Чиро Маркетти, великий знаток символов, мои дорогие, он не случайно изобразил тут розу. Как будто какие-то двери вам придется открыть, чтобы разгадать какую-то тайну, чтобы разобраться в каком-то вопросе. Может быть, и пройти, ну, такой непростой путь с учетом мышки, крыски мы говорили. А рядом тут женщина нам показана. И это одинаково для вас, мои дорогие мужчины. Может быть, вопрос, который касается личной жизни, даже дома, или вопрос пары. Но точно так же и для вас, мои дорогие девочки. Значит, я тут больше вижу 2 розы, как будто пара. И есть люди, которые хотят продолжения отношений. Может быть, что-то. Вот, кстати, иногда по крысам или мышам, да, в колоде Ленорман, это идут третьи факторы, которые нам мешали. Может быть, даже это те факторы или конкретные люди, которые были в нашем окружении. И вот теперь мы понимаем, что это не мы, допустим, поссорились, это не мы, но вот если мы говорим о каком-то любовном даже, да, союзе, а это именно либо люди, которые, ну, ставили палки в колеса в наши отношения, или где-то воздействовали на нас, ну, принося нам какую-то недостоверную информацию, или прежде были просто третьи факторы, какие-то внешние, которые останавливали или как будто не давали сойтись 2 людям. Все же 2 розы, мои дорогие, когда у вас может решиться именно личная история. Давайте карты Таро. Что уйдет? Одиночество. Где-то уйдет все-таки эта карта независимости, может быть, отчасти кто-то из вас будет принимать действительно очень такое важное Соломоново решение, мудрое решение. Так вот на раз-два не решишь его, нет, тут будет много каких-то составляющих. И вот как подсказка, да, мы именно должны открыть эту дверцу, чтобы разобраться, что же это такое. Мы не можем от этого отказаться, или мы не можем это проигнорировать. Но вот есть какая-то очень важная составляющая, которую вам придется решить. И это будет как раз и говорить, что вот это словно клетка или какой-то период неудач, когда вы что-то не могли сделать, для вас будет открываться. Но все же, тут ведь себя нужно перестроить. А что придет взамен? Поэтому будьте готовы, что вот эти перемены, они вам приносят
решение, да, это на самом деле какого-то очень важного вопроса, но, как я говорила, требует от вас гибкости, как бы себя перестроить, что придет взамен. Вот придет сразу какой-то выбор, мои дорогие. Давайте посмотрим, с чем это связано. А ведь и правда у кого-то страстная любовь. Мои дорогие девы, вообще эта карта, хочется сказать, ваша, потому что на некоторых колодах тут буквально солнце в деве изображено. Или мы говорим, это карта критического мышления. Именно ваш знак зодиака умеет отличать наносное от того, что очень важно и нужно. По-видимому, что придет взамен. Может быть, мы прежде были уверены, что для нас, ну вот есть какие-то приоритеты, и они, ну знаете, как табу, не меняются. А будьте готовы к тому, что это тоже поменяется. Два старших аркана. Но это и создает вот этот выбор сложный. А тем не менее, это то, что приходит новое. И я не исключаю, для кого-то из вас, может быть, и новый человек приходит в вашу жизнь. Но если была какая-то история прежняя, повторюсь, и был конфликт, все зависит, конечно, от желания двух. Личная жизнь – это не игра в одни ворота, правда? Тут именно и один должен быть, как бы иметь интерес, желание, но и второй человек. Я не исключаю, мы все разные. У кого-то те сложные отношения, которые уже долгое время, они вообще не развиваются, уже финал ясен, но может быть не оформленный де юре. И для вашего благополучия я могу допустить, что кто-то может как раз и получить, ну, к примеру, развод. Если до этого истории иногда, ну, для некоторых, да, иногда у нас разводы очень долгие годы тянутся, и все никак не могут прийти к согласию. Тут ведь ваша сила возрастает тоже. Но это требует от вас какого-то компромисса. Давайте мы узнаем главное событие. Что нового спешит в вашу жизнь? Удивительно. Сама судьба. Аркан Верховный Жрец, ну или Иерофант. Конечно, это карта учителя. Кстати, у кого ключи в руках? Именно у Иерофанта, да? Ну, тут не прорисовано, но, в принципе, в классических колодах. Поэтому все то, что я говорила по этим картам, вот какая-то история, как мы должны открыть эту дверцу. Но для кого-то это может проиграться именно смена статуса, для кого-то из вас оформление отношений или какие-то важные согласования, или контакты с авторитарными людьми. Ведь это карта закона, порядка и системы иерархии. Мы по этой карте не идем против системы этой, но нам ведь сказали, что придется быть гибче, поэтому не все однозначно. Но если мы посмотрим, пусть этот выбор сложный, нужно делать его сердцем. Но будьте готовы, если прежде мы уже выбрали какую-то стезю. И вот, кстати, наш отшельник, он идет своей дорогой, своим жизненным путем. А фонарь – это прообраз интуиции. Внезапно загорается фонарь, но по преданию ровно тогда, когда нужно. И видит наш отшельник змея. По сути дела, змея или крыса – это где-то очень близкие значения. Не все так однозначно. Есть то, что требует вашей, знаете, такой скрупулезной где-то интуиции, так и хочется сказать. Почему скрупулезной? Потому что есть какая-то тема, а мы не говорим сейчас о перфекционизме. Но, может быть, кто-то вообще интуицию не слушает или думает, да нет, мне нужно что-то сделать вот как на материальном плане хорошо, довести до какого-то суперсовершенства. Нет, тут самое главное идти, может быть, вперед, даже предыдущий какой-то был период. Но тут вот именно увидеть то, что неосязаемо. И вот интуиция вам будет как раз давать правильные подсказки, может быть, куда вам не нужно, или как вам не нужно действовать. Слушайте свою интуицию, а может быть, обойти вот этих змей, или даже вот эти третьи факторы, которые вам мешали достичь своего благополучия, своего желания. Здесь мы не можем отрицать, мы не можем их как будто сказать, этого не существует. Скорее всего, через вот эту гибкость, или, может быть, когда и вам придется хитрить, а почему нет? Вот я такое тоже допускаю, ведь никто не знает, где мудрость закончилась, а началась хитрость. Это мы можем сказать как и о людях, а до конца 2026 года. Вы сами можете оказаться в такой ситуации. Да, оно уходит, но пока, может быть, еще на самое ближайшее время вы вот эти перемены или выбор вы будете чувствовать. Ну и вам, видимо, придется как по судьбе этот путь пройти.
Но для кого-то из вас это может быть даже тот необходимый контакт. И неважно, нравится нам кто-то, не нравится. Может быть, это те люди, которые нам нужны. Вот для решения наших вопросов. И от того, как вы сумеете договориться, в принципе, мы об этом тоже говорили, будет зависеть ваше благополучие, мои дорогие, ваша стабильность. Поэтому карта еще нам подсказывает. Главное событие. Вы сумеете что-то организовать на бумаге, может быть. Вот именно юридически, как подтвердить свой статус, заключить какой-то договор важный до конца 2026 года. Или получить буквально на руки какой-то важный документ или бумагу. Что получится осуществить Дева до конца 2026 года? В чем ваша сила? А вот как раз в интуиции. Еще один старший аркан по этой карте нам говорят вот что. Избегай толпы. И если вы где-то на улице, допустим, или случайно оказываетесь в толпе, есть такое выражение «меня несет толпа», просто помните, вам в другую сторону. И вам немножко, видимо, как этому отшельнику отчасти, может быть, это предыдущий период, да, был такой. И вы тоже были, ну, где-то на своей волне. То, видимо, вот эти позиции вам придется удерживать. То есть не участвовать в каких-то конфронтациях. Вы можете оказаться, тем не менее, как между двух огней. Или в каких-то спорных темах, вопросах, когда будут пытаться на вас какую-то ответственность, ну, переложить, я такого не исключаю. Так вот, вам ни к одной коалиции, ни к другой. В этом ваша сила. Насколько вы умеете держать нейтралитет и договариваться, так в вашей жизни что-то и будет складываться. И причем по пажу мечей тут может быть такая ситуация, опять же, когда вам нужно что-то переиграть. Я часто говорю, представьте, что вы, и очень, кстати, символично. Ведь аркан Луна это всегда, знаете как, ну пусть не в этой колоде, но чаще в классике это у нас две башни, здесь у нас две свечи. И классика, опять же, тут подтверждается, что возле одной башни волк, возле другой шакал. А нам нужно как будто вот так пройти аккуратно по тоненькой дорожке лунного света между вот именно этих башен или между вот каких-то коалиций, в какой-то ситуации, когда мы идем словно в сумерках. И нам кажется, ну ладно, вот я иду, да, я как будто себе задумал какой-то путь, или я задумал, ну, имею какое-то намерение. Но при этом, мои дорогие, видимо, будет какой-то, как поворотный момент, это действительно неожиданное какое-то событие, когда вы себе скажете, нет, вот теперь я сворачиваю. Вот поэтому приготовьтесь, в этом ваша сила. Когда вы, может быть, даже неожиданно для кого-то что-то переиграете. И побудительным мотивом будет новость. Или, может быть, даже поток какой-то новостной. Скорее всего, у вас это может быть сопряжено и с личной жизнью тоже. Но я должна сказать, у вас заканчивается какое-то ожидание. В чем ваша сила? Правильная работа с информацией. И знаете, когда мы... Ну вот на дне колоды у нас 8 мечей, и это всегда карта искаженного восприятия. Поэтому нельзя какую-то ситуацию оценивать ровно так, как это, может быть, было год прежде. Тут ведь я допускаю, смотрите, раз нас карта все-таки больше предупреждает, в чем ваша сила, а вот именно умение лавировать, ну вот это правда. А ведь первое, помним, Полинорман, которая карта заставляет задуматься и сказать, так а тут ведь люди могут с тобой, Дева, поступать точно так же. Что у вас получится осуществить? Ну, хочется сказать, что тогда получится. Карта победителя. Хотя эта победа, она какая-то непростая. Она вот не ровное шоссе, хочется сказать. Или она не происходит, может быть, ровно так, как вы себе наметили. Буду действовать одним способом, вторым, третьим. А вот лавировать, я говорила, придется. Но благодаря этому вы получаете какую-то победу. В этом вы сильны. Более того, эту победу вам потом придется еще и удерживать. Мы не можем расслабиться. Тут действительно хоть заканчивается одиночество, заканчивается как период какого-то небытия, когда вы сами вот, ну, какой-то путь проходили. Но это перекладывается на другие энергии, когда то, что будущее нас научило, но, видимо, теперь настоящее учит вас вовремя что-то переиграть, видоизменить.
Ну или, может быть, измениться самому. Неожиданный поворот судьбы. А вот и есть по тузу жезлов это какая-то возможность. Да, иногда это тоже как информация, которую мы получаем. Но туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Вполне вероятно, до конца 2026 года. И еще один туз – это всегда как две карты возможностей, карта шанса, мы говорим. Но точно так же это, знаете, неожиданный поворот судьбы, когда две каких-то важных новости или два каких-то важных события, которые будут касаться, правда, вашего статуса, вашей работы или ваших каких-то предпочтений и одновременно финансовой ситуации. Иногда по тузу Пентаклей это где-то важный документ. И опять же, здесь мы вот эту победу как будто дважды получаем, сохраняем. Но я должна сказать, тут какая-то миссия у вас идет. Вам нужно что-то, может быть, совершить. Или с каким-то сложным человеком будет договориться. И причем это можете сделать только вы. И это для вас открывает путь в будущее. Не все так однозначно, будьте к этому готовы. Ну вот давайте к чему приготовиться в целом дальше. Ну вот и правда, по Сатурну, то, что нас расстраивало, мы с этого начали, да, по сути дела, что вот эти крыски, что тройка мечей, хотя тройка – это всегда карта будущего. Кто-то скажет, это что? С заходом на 27-й год еще тройка мечей? Нет. Эта карта показывает, что мы когда-то испытали, ну, сильное разочарование. Или когда мы оказались в ситуации, когда нас предали. Это был как сгусток боли. И нам понадобилось время вот до сегодняшнего момента пройти тоже какой-то путь. Ну, теперь уже это не болит. Теперь это уже, всегда говорю, здоровое равнодушие. Когда мы видим просто ситуацию, и если раньше она нас цепляла, у нас, как знаете, эти вот старые шрамы начинали очень сильно болеть, или раны кровоточить, а вот теперь нам никак. Через эмоции не пропускаем. И поэтому мы просто вот идем по ситуации, и, может быть, как по Сатурну, для кого-то из вас какие-то истории, они все же будут продолжены. Ну вот посмотрите, у вас много троек, а стало быть, будущее уже на пороге. Но как будто на смену разочарованиям вы можете получить праздник. Не только победы, не только какие-то возможности, буквально две с прицелом на будущее, но и буквально какую-то радость. Но эта радость, она именно и возникает или появляется на смену каким-то предшествующим, очень сложным, тяжелым событиям, которые, может быть, для кого-то из вас еще тянутся с какого-то энного периода тому назад. Но кульминация может состояться в 2026 году, чтобы на смену в вашу жизнь пришел праздник. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии, за вашу поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. Ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.